Итак, хорошие мои, я вас приветствую на своем канале. Сегодня у нас эксклюзивный расклад. В общем, расклад на 4 королевы. Можете загадывать себя, либо еще кого бы то ни было. Что нам там расскажут, что покажут, я без понятий. Для ориентира я даже не знаю, как. Хотите, определяйтесь по стихиям, да? Ну, соответственно, знаку зодиака. Но по моим таким личным заметкам лучше всего резонирует, когда выбираете по наитию. Вот первое, что увидели, то и понравилось. А там уже смотрите, как вам больше всего зайдет. Итак, вот так вот у нас дамы вышли сегодня. Мечевая, пентаклевая, кубковая и жезловая. Определяйтесь, пожалуйста. А пока вы определяетесь, я вам хотела бы напомнить о том, что на 15 число у меня еще есть места на родовой расклад. И то, что я еще набираю, то есть беру одного человека в работу, в ритуал на местах силы, на стару. Так что пишите, добавляйтесь в мой телеграм-канал. Там, в принципе, все детали по этим вопросам имеются в наличии. И еще хочу сделать расклад на 4 короля, поэтому вы мне потом отпишитесь, пожалуйста, как вам зайдет то, что мне сегодня пришло, нужно ли будет это периодически повторять. Сегодня у нас в раскладе будет несколько колод, разные энергии, посмотрим разные аспекты. Итак, буду я начинать с мечевой королевы. Первый аспект, который я буду смотреть, это общая тенденция, да, что происходит в жизни. Попробую более детально, но и расклад затягивать не хочу. Короче, как пойдет. Давайте-ка посмотрим общие тенденции в жизни. Но здесь циклами рабочие моменты какие-то идут. Есть планы. Планы двигаться. А двигаться куда? В королеву кубков. Понятно. Девочки, смотрите, здесь вот явно какая-то цикличность в рабочих моментах, в сотрудничестве, в договорах. Здесь есть перспективы, точнее планы вы простраиваете на то, чтобы заключить какие-то новые договора, да, новое сотрудничество, но я вам хочу сказать, что на данном этапе зыбкий фундамент для вообще чего бы то ни было. Вы знаете, для некоторых идет такой момент мне, и я его, наверное, озвучу. Секунду. Жезл просится в студию. Я его озвучу. Здесь кто-то из вас или у той, кого вы загадали, есть какая-то нестабильность, возможно, вот в отношениях, да. Хотелось бы как-то перевести их на новый уровень, но это еще, знаете, как вилами по воде писано. Еще такой момент для... Тоже может быть не для всех.
То, что здесь женщина будет готова, знаете, на что? Прогнуться, мило поулыбаться, если ей вдруг это будет выгодно. То есть, знаете, такая, когда нужно, включит эмоциональность, заботу, приветливость. Возможно, ради заключения какого-то контракта. Что-то вот такого характера. Так, давайте-ка теперь я хочу посмотреть душевное состояние человека. Что там внутри сидит? Ну, смотрите. Король кубков, да? Ну, девочки, короче говоря, вы сами, да, это видели. Карты перевернулись, и я их все же доставать буду. Я их достану. Луна, тройка кубков и король кубков. Здесь любовный треугольник. Здесь однозначно любовный треугольник. Ну, давайте, если информацию из дополнительных, да, энергий брать, то здесь есть третьи лица у вас, которые вводят вас в дисбаланс. Общение с кем-то вам приносит вот эту цикличность, да, когда то вверху, то внизу вы. Так, это карты сами у нас выпали. Какой-то король может выводить вас. Но здесь, понимаете, королева, король кубков выпадают. Здесь однозначно завязка. Возможно, здесь вообще... Как его там? Служебный роман, вот. Здесь женщина как будто и бежит от своих чувств, но на нее есть влияние. И результат этих влияний отдает на ее денежную сферу. Дополнительное еще я достану. Ну, смотрите, 3 тройки выпало. Здесь любовный треугольник, здесь обнуление у человека идет. Знаете чего? Связи с общественностью. Вот связь с каким-то королем. Здесь любовный треугольник. Все. Если это не касается любовного треугольника, значит, как я уже сказала, кто-то хочет, какой-то король хотел бы вас в этот треугольник втянуть, вам по финансовому каналу отдают его влияние. И еще могу сказать, что здесь вы чистились. Вы как бы работаете над какими-то отношениями. Это для тех, у кого нет треугольника. В каком-то вы сотрудничестве состоите, да, то есть общаетесь. Возможно, кому-то обращаетесь ради чистки. То есть есть круг людей, которым вы доверяете, и вы с ними общаетесь. И тогда у вас здесь переход в эмоциональное освобождение идет. То есть вы, проявляя заботу, учитесь, знаете как, контролировать свои эмоции. Вот. Балансировать эмоции и свой интеллект. И еще такой момент, что вам не нужно бежать от своих эмоций.
И тогда придет вот это освобождение, да, это еще могут быть 3 проблемы, которые вас волнуют. Вот. Может, это воспоминания о бывших каких-то отношениях идут. Потому что здесь партнерство все равно мужчина и женщина. И здесь вам отпускать прошлое нужно. Так, теперь я буду смотреть, что вам передают роду, да? Вам или королеве мечей, кого вы там загадали. Вот что родовая система хотела бы сказать. Солнце. Солнце это хорошо, но это еще также может означать и эгоизм. Кстати, если общение в каком-то коллективе рабочие моменты, то здесь не очень приятное, знаете ли. Тоже, короче говоря, есть влияние на вас, деструктивное. Потому что больше хотят, как через эмоции, вас пробить. Знаете, уколоть там лишний раз, вот что-то такое. Но здесь человек в борьбе находится. Здесь вы находитесь в борьбе. Вы знаете, как себя вести в любом обществе, да, но определенный ваш ресурс здесь страдает, потому что вы знаете, в таком энергосберегающем, я бы не сказала, нет, у вас здесь энергия идет на борьбу, и вы находитесь в стесненных обстоятельствах. Здесь идет еще, знаете как, если брать треугольники, это из-за них, из-за мужика. Там не все так просто у вас. И не сильно мне хочется эти треугольники рассматривать. Вот. Я сейчас буду говорить другую информацию, более интересную, более важную. Здесь кто из вас делал чистки? Вы входите в свою силу. Но у вас может быть такое, что идет зачистка вашего пространства и тех людей, с которыми вы больше не хотите общаться. Много чего повылазило. Но вот по вот этому, понимаете, здесь еще вы в борьбе, да, здесь идет еще эмоциональное освобождение. Возможно, 3 персоны на вас влияют. Но понимаете как? Вот, короче говоря, с предложениями, особенно от мужчин, здесь нужно быть аккуратнее, потому что может быть нехорошее, не получите того, чего ожидаете. Или же вы просто освобождаетесь от... Короче говоря, после чистки вас сейчас кинет вихрем в... Короче, вы должны будете зачистить свой внутренний мир и свое состояние. И уже полностью, знаете, как освободиться от вот этих воспоминаний о каком-то мужчине, да, с которым были отношения.
Не знаю, была ли свадьба, возможно, дошло до предложения руки и сердца. Но здесь прям борьба. Борьба для того, чтобы эмоционально освободиться. Так, давайте посмотрим, что у вас в любовной сфере. Намечается. Что в любовной сфере? Да ну, блин, опять любятина. Здесь четко про треугольники показывает. Здесь, знаете, мужчина, который пришел, ушел, короче говоря, ну, несерьезный и тому подобное. Еще и подавляет. Где поймал, там и отымел. Причем, знаете, здесь вот потоков несколько идет. Вижу адекватных, да, кто загадал этот. А вижу, ну, неадекватных женщин, деструктивные энергии. Параллельно. Здесь, понимаете, как мужчина... Во-первых, треугольники, во-вторых, ничего там серьезного не намечается. Мужчина подавляет ее, а она при этом сидит у него на шее, короче говоря, понимаете? Вот так вот. То есть, как бы такое состояние, как будто все скоро взорвется. Для адекватных девочек здесь у вас будет предложение, ну, знаете, такое. Этопаж. Прошу прощения, рыцарь, но тем не менее, знаете как, новости какие-то, да, получите. Предложение будет, но смотрите, там я эту колоду, знаете, как предостережение всегда беру. То есть будьте бдительны, там человек не один, если к вам будет подкатывать, то в хвост и в гриву его проверяйте. Вот. И, ну, дело такое, знаете, пришел, ушел, еще толком там где-то не определился. Кто борется за мужика, и не думайте, что он уйдет из семьи. Нет, ему там хорошо, комфортно и удобно. И с вами прекрасно. С вами он получает один ресурс, с женой другой. Возможно, вы пытаетесь от этого треугольника освободиться. Да, есть еще и такой момент. Пытаетесь уйти из этого всего, но тогда вам нужно отрезать, ну, раз и навсегда этого человека, потому что здесь он может появляться периодически, и вы, короче говоря, снова сливаетесь. Вот так вот. Ну и теперь я хочу посмотреть по поводу влияния, да, какие там проходят. Первая карта — колдовство. Ой, вы узнаете о том, что на вас делается колдовство. Я же сказала, здесь как появление этого человека, кто втягивает вас в треугольники,
оно как искушением для вас идет. И причем делаю на то, чтобы вы поддались этому искушению, понимаете? Еще такой момент. Кто-то из девочек здесь, кто загадал этот вариант, вы узнаете о проблемах вашего мужчины. Если вы состоите в треугольниках, то там просто он будет как жаловаться. И смотрите, вроде бы как может сказать, что да все приходит к логическому завершению у меня в семье, но дело в том, что все равно через время вы узнаете, что здесь тоже предательство. Никто там никуда не собирался. Ну вот такой вот вариант вышел как-то вот. Ну. Для тех, кто не состоит в треугольниках, здесь будьте бдительны. Да, здесь хотят вас подкосить с помощью колдовства, но здесь идет обнуление, но предательство еще в вашем поле есть, но вы будете бороться с этим. Вот знаете, здесь как на старые... со старых ран хотят сделать свежие. Вот так вот. И поддеть за них вас. Поэтому будьте, как говорится, бдительны. Интересные такие энергии, конечно. Так, эти карты я не буду возвращать в колоды. Пусть у нас на каждый вариант, что выпадет, того и выпадет. Переходим мы к королеве Пентаклей. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь у кого-то созидательные, рабочие, у кого-то созидательные моменты со скрипом идут, где-то подразочаровываетесь, но все равно к девятке пентаклей придете. У кого-то с практикой что-то не получается, с ритуаликой. Итак, общие тенденции. Да что, Юпитер не болит. Девочки, здесь у вас счастливая возможность идет. Это вам подарок от предков вашего рода. У кого что-то с ритуалами не получается, либо затыки с родовой системой вам помогут. Так, по этому варианту, вы знаете, вы как будто сами себя сковали невидимыми цепями. 2 девятки кубков у нас выпадает. У вас либо резко на вас кто-то нападал, и вы очищались, либо же резко что-то произошло, и у вас закрылась связь с родом. Но здесь
Вы пытаетесь выйти на стабильные эмоции и на связь с вашей родовой системой все же. Здесь вопрос в том, чтобы взять весь ресурс в свои руки, да. Здесь еще такой момент, что ваша определенная мечта начала уже обретать четкие ясные черты. И еще не потакайте, пожалуйста, своим слабостям. Вот так. Что-то вас расшатало, короче говоря, и вы поддались деструктивной программе. Две девятки кубков, два туза жезлов. У вас вопрос с перераспределением энергий. Тут вам перекрыли немножечко энергию, желание созидать, причем не важно, чего это касается, магии, либо же рабочих моментов, либо и каких-то начинаний. Но понимаете, как эта ситуация для того, чтобы вы научились делать, не знаю, насколько быстрый выбор, но знаете, здесь больше идет, как правильно расставить приоритеты в своей жизни и не топтаться на месте. То есть, если вы выбрали определенную цель, не тратьте свою энергию на общение с кем-то, кто вас вводит в дисбаланс эмоциональный. Вообще не отвлекайтесь на это все. Вы больше теряете. У вас здесь будет какое-то заключение и подписание договора. Для кого-то из вас тоже предупреждение. В ваше пространство может войти реально черный колдун и манипулятор, довольно-таки непростой дяденька. А может быть и тетенька, кстати. И будет вас на что-то провоцировать. Но знаете, в чем момент? У этого человека с психикой конкретные проблемы. Наравне с маниакальными, да. Этот человек любит, чтобы ему подчинялись. Я уже молчу о его пристрастиях к далеко к нестандартным сексуальным игрищам. Так, давайте сферу любви посмотрим, или отношений. Были какие-то отношения, где вы явно были недовольны чем-то. Возможно, сейчас вы находитесь в таком состоянии, когда ищете партнера и выстраивать стратегию будете по поводу того, если у кого-то намечаются отношения, я еще раз повторюсь, будьте бдительны, кого к себе будете подпускать. Но если здесь вопрос конкретно деловой сферы у вас,
Стабилизируйте свою эмоционалку, пожалуйста, и тогда у вас, знаете, будет вот такое сотрудничество, где каждый из двух сторон будет идти на компромисс. Вы будете выстраивать стратегию сотрудничества друг с другом. Для некоторых девочек здесь идет тот момент, что вы недовольны тем, что ваши отношения с партнером на расстоянии и постольку-поскольку, вроде бы и вместе, а вроде бы и нет. Но здесь вами манипулируют, ситуация кармическая, вы теряете свои энергии, плюс еще на вас подсёлы есть. Есть подсёлы. И, ребятки, еще момент. Очень много старших арканов. Вот этот ряд вообще из старших арканов идет. Повнимательнее на поворотах. По чувствам вас бьют, волю вашу ломают. Есть надежда на то, что вы как бы пытаетесь, ну знаете, как молиться и просить у высших сил, чтобы вам помогли выйти из этого состояния. Просите о том, чтобы ваши враги потерпели неудачу. На ком-то из вас четко приворот есть. Человек сам делает. И заказывать тоже может, кстати, у вас параллельно. Но тут у персонажа, если там вопрос с мужчиной, да, у вас, вы отошли от отношений с ним, потому что ничего дальше не развивается, то там у мальчика, очень больная голова. Давайте я так скажу. Там с психикой не просто не все в порядке, а полный звездец. Он сам под определенными силами находится. Так что вот такие вот моменты здесь нам показали. Ладно. На искушение не поддавайтесь. И по поводу контрактов, что я вам говорила, читайте очень внимательно, на всякий случай. Это для тех, у кого вопросы именно денежного плана на первом, так сказать, более актуальны сейчас в жизни, да, чем какой-то там товарищ издалека.
Это в плане любовных там отношений и тому подобное. Итак, переходим к королеве кубков. Что здесь у вас? Ну, здесь человек потерял свои магические способности, очень расстроен по этому поводу и очень быстро хочет побед. При этом. А что, чего не замечает? Не замечает своего дара. Человек под деструктивными программами находится, причем под подселением. Здесь как сам себе перекрыл поток. Ну, это тоже кармическая ситуация. И хочет как-то выбраться из этого. Если же кто нет, если вопрос в любятине, значит, здесь вы не замечаете своей ценности на самом деле. У вас куча страхов сейчас. Вам бы прислушаться к своим предчувствиям и снам, понимаете, и к своей интуиции. А вы больше настроены на то, чтобы одержать победу. Причем быстро хотите, чтобы все произошло. Что там на душе? Да что тебя? А что на душе? А на душе у нас желание творить, желание двигаться дальше, да, проявить силу воли, добиться плодов, результатов, добиться связи с родом, но при этом хочется побед же, но при этом человек как откладывает принятие решений. Знаете, как в некое самопожертвование входит. Ему нужно что-то отпустить, а он хочет или кого-то, или что-то завоевать. Вот так вот. И за счет этого закрываются и поток с силами, с родом, да, и по материалке вопрос здесь, и по желанию вообще что-то предпринимать, делать и куда-то двигаться. Энергия тоже уходит в ноль. Да, здесь человек в процессе борьбы, траур по поводу чего-то. Но здесь траур по поводу того, что, скорее всего, здесь практик меня смотрит, который утратил свои силы. Причем, ладно, давайте я не буду сейчас, да, лезть, а почему так произошло, пока нам ничего не показали толком. Но здесь вы хотите расширить свои возможности, а получается, что не получается этого сделать. И много еще иллюзий у вас. Вот иллюзий действительно много, и вам еще предстоит много чему удивиться. Если рассчитываете на быстрый заработок и знаете, как там выгрызаете себе возможности, это лишь ваши планы.
и вряд ли они сбудутся. Давайте посмотрим, что здесь из любятины. Ну, здесь могло быть предательство мужчины, кстати, тоже, либо предательство еще кем бы то ни было. Здесь что-то резко очень вскрылось. Есть вариант, что кто-то из вот этих дам делал на своего мужчину магические ритуалы, не сработали. И он об этом знает. Возможно, это и вскрылось, да. Для тех, кто этим не занимался, но вам здесь приходится отстаивать свой финансовые каналы, свои достижения и ваше продвижение вперед. Это первое, что я хочу сказать. По отношениям здесь знаете как? Здесь кто-то к вам заявится, девочки. Кто-то к вам заявится. Этот человек знает или предполагает, что вы ведьмочка. Хочет с вами всего сразу, возможно, быстренько. Но здесь тоже нужно быть осторожными вам. Почему? Потому что все, что быстро, то не здраво. Может, человек просто хочет вас отвоевать у кого-то и иметь власть над вами, да? Вас в некую жертву поставить. Энергии очень много разных, и не всегда я успеваю поймать то, что мне показывают. Поэтому глядите сами, да, те, кто опростоволосился в деструктивщине, сами прекрасно знаете это. Слушайте, ну только я об этом сказала, мне вылетают 3 карты. Надменность, погост и высший суд. Девочки, если кто знаете, что вы влияли на волеизъявление других людей, мне плевать вообще на кого, мужчины, женщины, с помощью магии, это вам прилетело по высшему суду. Все, здесь без комментариев. Для адекватных личностей, которые не занимаются этим, вам больше надо делать акцент сейчас не на свои хотелки, а на вашу энергию. И у вас есть интуиция, прокачивайте 6-ю чакру, кстати. В медитации, пожалуйста, хорошо вам будет зайти. Не пытайтесь все и сразу ухватить. По отношениям, как я уже и сказала, кто-то заявится. По поводу сейчас уточню еще кое-что. Да, вы знаете, здесь кто-то хочет, чтобы вы с кем-то расстались. И знаете, может у вас тандем с кем-то, кто вам помогает в той же магии, захотят разорвать вас. То есть здесь, смотрите, не обязательно, что прям мужик придет. Я вижу разные потоки. Если касаемо вот просто любятины, то я хочу сказать, здесь человек будет идти для того, чтобы владеть вашими знаниями и ущемлять все ваши права. И захочет человек, чтобы вы принудительно с кем-то расстались, понимаете? Чтобы вы потеряли статус жены, если кто в замужестве, да? Статус вот императрицы свой, чтобы вы потеряли. Здесь мужчина входит для того, чтобы вы как будто отстаивали свою территорию, но здесь вопрос, а почему вы впустите его в свое пространство, и что вам нужно через него будет проработать. Так, теперь хочу посмотреть, что покажет мне для нормальных девочек. Ну да, здесь захотят вас одурачить, слушайте.
Одурачить. Прям вам, ну, вам придет известие от рода. Да, здесь какой-то человек, который зависим от мнения окружения, кстати. Удачи хочет от вас. Ну, в общем, смысл, думаю, вы уловили еще. Все-таки... Да, здесь человек хочет вас принести, как вы, ну, вы будете в жертве. Здесь две карты самопожертвования идет. Поэтому тоже будьте бдительны и внимательны. А надо ли оно вам? Здесь, понимаете, вот мне больше нравится не то, что нравится, вот то, что вы не замечаете, понимаете, что у вас есть. У вас есть некая тайна. Это само собой разумеющееся, не все вы еще видите доподлинно, но у вас есть офигеннейшая интуиция. И вам нужно сейчас к ней обращаться, не знаю я, как к родной маме за помощью. Понимаете? Как к самому лучшему другу, кому вы доверяете, а не заниматься всем тем, чем занимаетесь вы. Итак, королева жезлов теперь у нас. Давайте смотрим, что здесь у королевы жезлов. Смотрим, что у королевы жезлов. А здесь одни кубки вообще. Да что ж сегодня такие энергии интересные. Девочки, в сложном аспекте проработка родительских сценариев в отношениях между мужчиной и женщиной. У вас, знаете, как будто кому-то идет семья, идет партнер с любовью, с чувствами, да, наполнить вас, а вы вот как будто отворачиваетесь от перспектив. Либо же вам содействуют в этом, сейчас будем смотреть дальше. Кто-то не хочет, чтобы вы приняли этот шанс. Возможно, здесь, кроме этого, общение с определенным кругом людей, которые очень сердечно к вам относятся. Здесь какая-то программа у вас была снята по поводу отношений с противоположным полом, и с 4-й чакры вы сняли какое-то воздействие. Но вот это недовольство, слушайте, да, на вас бывший влияет и по менталу работает, чтобы вы вот в этой 4-ке кубков сидели. Ну, сейчас посмотрим, что еще тут нам покажет. Там карты выпали: туз мечей, король кубков и дьявол. Ну,
Причем еще бухающий товарищ. Такой, знаете, нормально сидящий на рюмашке. Алкаш, короче. Резко к вам какое-то будет, понимаете, вот предложение, не знаю, да. Слушайте, ну король жезлов, королева жезлов и король жезлов выпадает. Девочки, здесь резко кто-то в вашей жизни должен появиться. Для семьи, для отношений, что-то вот вы не ожидаете, а случится. Вот, да, мы не просрите шанс, короче говоря, да. Ну, и вы королева кубков. Ну, о чем здесь еще можно говорить? Ваш бывший однозначно из этой колоды король кубков выпадал, а здесь идет жезловый. Ваша пара к вам. Пробудить ваши чувства. Давайте я вот так вот скажу. Опять 25, перевернутая карта. Слушайте, девочки, человек идет очень стабильный. Возможно, он из другой страны, из другого города, ну, на расстоянии будете, да, но, может, по интернету познакомитесь, может и такое быть, но, знаете, интернет-общение это там... Я не знаю, очень малый процент адекватных людей. Хотя всякое бывает, в общем. Ладно. Короче говоря, какие шансы к вам идут, вы, прежде чем их отбуцнуть, рассмотрите, да, поподробнее. А что же вам там предлагают? Давайте посмотрим, что вам род подскажет, да, по этому поводу. Какие наставления даст. Солнце переворачивается у вас. Исполнение желаний. Блин, со всех вариантов вот этот самый позитивный пока что. Пока что. И легкий по энергиям. Вот как-то легко. Я же сказала, не упустите шансов. Здесь резко подворачивается вам шанс. Да, здесь победа над какой-то ситуацией, которая долго не могла разрешиться. Может, долго не могли встретить своего партнера, понимаете? Да, десятка кубков, слушайте. Ну, вообще, здесь как просвет у вас в любовной сфере идет. Не упустите шанс. Вот эта колода, она Таро сексуальных наслаждений, да, или сексуальной магии, я уже не помню. Она, конечно, каверзная, но давайте посмотрим, что же она вам покажет. Здесь есть разные аспекты. Колода вообще прикольная. Тем более я сама к ней делала, ну, не сама, конечно, я, а находила значения для нормальных моментов, но большую степень она мне показывает далеко не нормальные аспекты. И это большая редкость, когда на этой колоде ну, выпадает серьезно что-то, знаете, такое без подоплеки. Вот так вот давайте скажем. Итак, погнали. Императрица, девочки, пока что неплохо. Смотрите, десятка кубков, башня, фортуна, императрица. Резко что-то. Императрица, вы сами понимаете, да, здесь статус жены, можете в него войти. Туз жезлов, союз. Пока что тоже по этой колоде, в принципе, карты нейтральные. Нейтральные. Здесь союз. Действительно, с королем по туз кубков, туз жезлов. Здесь у нас семерка жезлов. То есть от этого короля он вас еще и добиваться будет, понимаете? То есть здесь такой не просто так заходил, да, как говорится. И смотрите, помните, я с этой колоды говорила, вот здесь король пентаклей выпадал, я подсматривала, и здесь король пентаклей, но, девочки, вы еще как-то его будете побаиваться, да, может, знаете, такой напористый быть, такой вот,
В самом плохом аспекте будет прессовать вас своим положением, но здесь как бы деструктивных карт больше нет. Может, вы его таким будете видеть, знаете, таким вот, ну, человек, короче, статусный. Человек однозначно статусный. Для кого-то он даже при большой и хорошей должности. Знаете, он может как навязываться в ваше пространство. И вот если вы будете стремиться друг к другу, а не будете его отталкивать, что-то да получится. Здесь доверять нужно. Если человек с вами не будет нежен, заботлив, тогда уже будете делать выводы. И еще, знаете, такое, он где-то ситуации, моменты, фразы, слова, неважно что, будет вам напоминать сюжет с прошлыми отношениями. Вам не нужно к этому привязываться. Поняли? То есть дайте ситуации набрать разгон. Не приписывайте ему задолго до того, как все случилось, да, уже, я знаю, как будет. Или, ой, это мне все и так понятно. Может, вам ни черта еще не понятно, понимаете? Это такая вот некая проверка вам еще будет от рода. Девочки, нет, слушайте, я даже достала еще одну карту такую, да, как бы из этой колоды. Думаю, нет, я все-таки проверю. Король кубков, король пентаклей, король жезлов. Если бы сейчас вывалился император из какой-то колоды, это был бы просто джекпот. Возможно, он станет императором уже с вами. Здесь он будет вашим покровителем. Опять же таки, смотрите на человека. Если кабелина, если пытается прогнуть ваши границы, соответственно, да, определенный урок вы пройдете. Тогда просто знайте, что определенный деструктив на вашей сердечной чакре, в вашей судьбе просто снят. И там уже просто свои уроки с этим человеком будете проходить на чувство собственного достоинства, важности, ценности и тому подобное. Но если брать вот действительно хороший аспект, то все классно. Король мечей, девочки, 4 короля. 4 короля. Нет, не император. Ладно. Из плохого аспекта может быть женат, если, ну, поняли, да? Если из хорошего, вы у него будете в фаворитках. Очень следите за... Наблюдайте, короче говоря, девочки, наблюдайте, понимаете? Присматривайтесь. Ну, представьте себе 3 короля из одной колоды, да, здесь король жезлов 4, и из этой колоды еще король кубковый у нас выпадал. Персонаж к вам идет очень, знаете ли, такой занятный, да. Вот, действительно занятный. Вы этот расклад посмотрите и отпишитесь мне потом, пожалуйста, если хотите в личку, да, что же там за эдакий фрукт появится у вас. Так, давайте на Таро Веретника посмотрим влияние и если что есть. Ну, короче... Может, где соломки подстелить, ввиду вот таких положительных энергий. Фух, я аж разволновалась, девчуля.
Девочки, здесь вопросы с вашими бывшими пассиями, вопрос с надменными лжецами закрыт. Все, человека из прошлого от вас отрезали. И хотите вот просто, ну, реально сейчас поржать. Из колоды веретника здесь как бы как оракул можно читать и как обычное таро. Вот здесь выпадает король, который у себя в руках держит жезл, пентакль и, ну, там масть мечей, короче, отвечает. Представляете? Возможно, вы в ком-то хотели это все видеть, и вот вам идет, короче, то, чего вы не дождались со своим бывшим, да, вот качество, вы встретите вот в этом, в новом, увидите их, но не... Вот знаете, мне идет такая шутка. Сейчас, секунду, хочу правильно ее рассказать вам. Девочки, вот я читаю специально для вас, я даже ее нашла. Значит, планы на день: не косячить, держаться, не косячить, задействовать все резервы и не накосячить, черт, не усугублять. По поводу вот этого нового, вы поняли меня, да? То есть, ну, не усугубляйте, если вдруг где-нибудь, ну, ложанете, да? В общем, на таких мягких лапках, поняли? В общем, все, вопрос, если думаете, что будет проигрываться сценарий, сюжет вот того, что было у вас раньше в отношениях с мужчинами, нет, этого не будет. Этого не будет. Девочки, королева жезлов, я за вас очень рада сегодня. Я просто очень улыбаюсь. Действительно, очень хорошие энергии по сравнению с предыдущими всеми королевами. Вот действительно параллельно идет для нормальных, и этот, понимаете, очень фонит деструктивными бабами. Понимаете, вот именно бабами. Я не знаю, почему так. Возможно, вы загадали ваших недоброжелательниц каких-то. Потому что вот хочется информацию для нормальных, да, прочитать, а получается, что вот прям рвется вот эта вот энергия, и вот такое что-то там выходит. В общем, как-то так у нас расклад на сегодня вышел. Пишите мне, пожалуйста, ваши комментарии. Оставляйте истории, будет интересно почитать, особенно королевы жезловые. Вот хотелось бы мне услышать, да, как у вас проиграется и насколько, ну, вы реально будете удивлены. Вот понимаете, что-то резко, внезапно, вы вообще нежданчик словите такой приличный, я вам хочу сказать. То есть вы сидите вообще там в своих... Вы заземлились, короче говоря. Вот вы заземлились, и пришло время вам проработать сердечную чакру свою, но на новом уровне. Вот так вот. Еще раз хочу напомнить о своем канале Telegram и запись на расклады 15 марта. Еще и есть места. Связь с вашим родом, линия отца, линия матери, и еще открыто место для одного человека на ритуал чистки места силы праздника Стара. Кому интересно, подписывайтесь, обращайтесь в личку. Ну, на этом я с вами попрощаюсь и пожелаю добра этого мира. Королевы жезловые, не усугублять. Пока-пока.